Здравствуйте, это Татьяна, и я хочу рассказать вам о важном астрологическом событии. Если вы следите за астрологами, вы наверняка слышите отовсюду. Уран переместился в новый знак. Уран из транзитен сейчас знак Близнецов. Это действительно очень важное событие. Во-первых, каждый раз, когда более медленные планеты, я даже не знаю, как точно назвать их по-русски, это три modern planets, это Нептун, Уран и Плутон, которые были открыты, вот Уран был открыт в 1781, а потом последовали Нептун и Плутон. Они значительно дальше от нас. У них орбита очень такая странная и берет очень долгое время. Например, у Урана берет 88 лет, чтобы пройти весь знак зодиака. Все 360 градусов, все 12 знаков. И он проводит примерно 7,5 от 7 до 8 лет в каждом знаке. Поэтому астрологи говорят, что когда такие планеты меняют знак, это обязательно произведет какой-то большой эффект и на вас лично, и на прям все поколение, и на общество, на человечество в целом. На вас лично это повлияет потому, что поскольку он будет в этом знаке теперь двигаться между 7 и 8 лет, то когда он делает аспекты к важным точкам в вашей натальной карте, это будет очень ощутимо, потому что это не будет как Меркурий или Венера, раз побыли немножко и пошли. Это будет действительно долго. То есть вещи будут меняться, вы почувствуете эффект Урана. И поэтому всегда вот смену знаков таких планет придается большое значение. Чтобы понять, как ведет себя Уран и как он будет вести себя в знаке Близнецов, мы должны понять, и что такое Уран, и что такое знак Близнецов, каковы их характеристики. Во-первых, когда планета только переходит в новый знак, ее энергия очень сильна. И это чувствуется. Потом как бы привыкаешь, знаете, как ко всему привыкаешь. К теплу, к холоду, к войне привыкают. То есть постепенно эта энергия становится более привычной, не такой взрывной для нас. Но поначалу, даже немножечко до того, как это произошло, а он официально, по-моему, 26 апреля вошел в знак Близнецов, вы можете уже чувствовать эту энергию. О чем мы говорим, какую энергию? Мы должны понять, что у нас представляет собой Уран. Уран был открыт в 1778 году. Нет, или 81, 1781 году. Это время ассоциируется с такими вещами, как между французской революцией и американской революцией и борьбой за независимость. Это ассоциируется с индустриальной революцией, с открытием электричества и даже с первым воздушным аппаратом, поднятым в воздух братьями Райт, американцами. Поэтому Уран стал символизировать борьбу такую за независимость, борьбу за индивидуальные права, вот именно индивидуальные. Право быть верным себе, быть аутентичным. Он связан с восстаниями, с вашими восстаниями, может быть, против вашего босса или против плохого мужа или друга. Даже полет, первый подъем в воздух, это как бы попытка победить гравитацию, силы, которые держат нас на земле, даже физически, подняться над этим, breakthrough. Его энергия похожа на удар молнии, такое очень концентрированное электричество.
вы уже можете чувствовать, насколько время как-то быстрее, ваши мысли, может быть, ускорились, может быть, они стали более четкими, вы вдруг стали как-то более активны, даже ваша ментальная активность изменилась. Теперь давайте я вам сначала покажу, как Уран отражен в картах Таро. Это, кстати, для меня просто это такое удачное время, потому что мне все время хотелось начать говорить о колоде Таро сначала, и как раз карта номер 0, нулевая, как бы самая первая карта, ассоциируется с Ураном. Поэтому мне очень удобно как бы начать эту тему. Так выглядит карта The Fool на английском или дурак по-русски. Но дурак не в смысле, конечно, обзывательства или чего-то плохого, а для меня это скорее как бы как незнайка. Вот он именно незнайка. Он ассоциируется с такой: я делаю, что хочу, я уверен, что Юниверс меня поддержит. Видите, он готов сделать следующий шаг, совершенно не заботясь о том, что он может упасть в эту пропасть. Он уверен, что Вселенная его обязательно поддержит, и что он будет делать то, что он хочет. Это, конечно, очень молодая душа, может быть, даже совсем как новорожденный ребенок, который ничего не боится. Да, он ничего не боится ровно того момента, пока мы его все время дергаем, и это нельзя, это опасно. Но мы обязаны это делать, конечно, он должен это выучить. Но это именно до того, как он выучил, что что-то опасно, чего-то делать нельзя, и что-то угрожает его жизни. Второе, он не всегда был таким и так выглядел. Самое старинное Таро, которое еще в 15 веке стало популярно в Европе, в Северной Италии, хотя Таро это французское, это Таро де Марсель, марсельское Таро. Эта карта выглядела вот так. Во-первых, у нее не было никакого номера, это не было номер 0. Она как бы не имела нумерации. Во-вторых, это действительно был шут, как бы madman, на испанском el loco. По-русски, я думаю, это скорее бы было шут или юродивый. Он совсем не был вот этим светлым, славным существом. Он был довольно несчастным существом. И рядом с ним, в отличие от современной версии, где рядом с ним его друг собака, которая его охраняет и помогает, тогда вот за ним следовало какое-то довольно мерзкое существо, которое рвало его одежду, чтобы над ним больше смеялись и издевались. Ему тоже позволялось говорить все при дворе, потому что, опять, вот он был юродивый. Но наше общество, конечно, гораздо более гуманное. Ага. И с конца 1890-х годов вот эта новая колода, которая была сделана членами Society Golden Dawn, мы обязательно поговорим об этом. Это интереснейшие люди. Я обязательно расскажу о них больше в других видео. Но вот такой стала колода, по которой мы все учимся, которая жутко талантлива, интересна и имеет столько символов, что дай нам Бог разобраться в них во всех. Хочу показать вам более современные, совсем прям современные колода, где эта идея этого как бы молодой души, которая доверяет Вселенной, и ее такой чистоты, невинности, неопытности, она остается. Но вот современные авторы, они решили, что это должна быть девушка. Потому что как бы и Таро, и астрология, они были очень направлены в сторону, ну, как бы для мужчин и о мужчинах. А мы, конечно, уже в современном обществе хотим подчеркнуть роль женщины. Теперь, когда мы знаем, как ведет себя Уран, кстати, чтобы действительно понять, что такое Уран и его энергетика, мы прям отдельно поговорим об этом в другом видео, нужно посмотреть на таблицу Дональда Трампа.
Его можно любить, его можно ненавидеть, но влияние Урана, в его там есть 3 очень важных вектора, влияние Урана в его натальной карте. И вы можете видеть это прям так гротескно, когда человек не заботится ни о чем мнении, остается верным себе, делает то, что он хочет. Судить об этом можно как угодно, но мы говорим об Уране. Вот, еще, когда Уран, когда у вашего, допустим, мужа в семье, да, или у кого-то из близких, Уран создает вот этот сильный аспект в таблице, то эта энергия вот этого «делаю то, что хочу», «хватит мне молчать», «хватит мне терпеть», «я хочу быть самим собой», вот эта энергия «я хочу быть самим собой», она, конечно, в семье не фан. То есть говорить о французской революции хорошо и о первых воздухоплавателях хорошо, но это может приносить в семью очень тяжелое время. Как бы хочу красный мотоцикл и молодую любовницу, или брошу работу, которая кормила семью очень хорошо, потому что я всегда хотел быть художником. Там есть еще интересная тема, о которой мы поговорим, когда мы будем говорить о важных аспектах, которые меняют нашу жизнь. Так вот, что такое Уран, мы более или менее поняли. Что такое знак Близнецов? И вообще, каковы отношения планет со знаками? Что это вообще значит, что он перешел в Близнецы? Кто важнее? И как это вообще влияет на его поведение? Значит, в астрологии планеты – это всегда как актеры на сцене. Это те, кто что-то делает, те, кто производит какие-то действия. Это активные энергии. А знаки – это скорее как сет декораций в театре. Да, это декорации, в которых те же самые актеры вот в этой сцене, в этих декорациях будут вести себя несколько иным образом, чем они вели себя в других декорациях. То есть, например, он был на войне, он там стрелял, бежал, а потом он пришел в какой-то красивый ресторан, и он весь умытый, чистенький, и аккуратно, красиво кушает с ножом и вилкой. Сам этот актер и его роль, она не изменилась, но мы ведем себя совершенно по-разному в разной среде. Еще интересная такая аллегория, чтобы понять планета и знак, каковы их взаимоотношения. Если вы подумаете о планете как о музыкальном инструменте, а знак – это как комната. Комнаты могут иметь разную акустику, разную толщину там стен, и где-то этот инструмент звучит очень звонко, вот как мы поем в туалете, да, вот я любитель попеть, поиграть, и репетировать лучше всего где-то там в туалете или в ванной, особенно в общественном, где очень сильная акустика. А где-то инструмент или голос звучит очень тускло, он не может раскрыться, что-то его заглушает. Вот так меняется поведение планет в разных знаках. Иногда в этом есть такое несоответствие, что планета совсем не может раскрыться. Иногда этой декорации, этот сет этого знака очень суппортив для планеты, он очень хорошо ее поддерживает. И там она может прямо вести себя чудесно. Знак Близнецов, посмотрим, чтобы нам понять, поддерживает ли он энергетику Урана или наоборот ее как-то приглушает. Мы должны разобраться со знаком Близнецов. Что нам важно понять? Если у вас есть знакомые близнецы, то есть те, кто родились в июне, примерно с конца мая до 22 июня, обратите внимание, подумайте, кого вы знаете из близнецов. Вот мне кажется, что очень такая лакмусовая бумажка – это если у вас есть знакомые мужчины. Почему? Потому что они как-то
слишком для мужчин, как-то не традиционно для мужчин, любят поговорить, поболтать, позвонить по телефону. Они очень любят родственников, особенно братьев и сестер. Они обожают все знать, получать информацию всякую отовсюду. Может быть, не очень глубоко ее анализировать, но, по крайней мере, им всегда все интересно. И потом они хотят это всем рассказать, прям неуемно. У женщин это немножко тяжелее заметить, потому что женщины часто просто по натуре такие. А у мужчин это прямо отличает их от других мужчин. Близнецы очень коммуникабельны. Им все интересно. Особенно всего понемножку. Почему? Потому что, опять-таки, самое важное, очень важное понятие из традиционной астрологии – это планета-управитель знака. Кто управляет этим знаком? Близнецами управляет Меркурий. Причем такой молодой, активный, чтобы не перегружать вас сейчас, это еще и воздушный знак, об этом мы тоже поговорим, о разных стихиях. Это воздушная стихия, когда мысли, информация, желание поговорить, пообщаться, подружиться очень-очень активно. И вот представьте себе, что Уран с этой энергетикой электрической, прям молнией, даже вот знаете, когда кого-то реанимируют в госпитале, в emergency room, вот когда они этими электрическими швыдят, так, это энергия Урана. И вдруг она оказывается в доме у близнецов. Ей там хорошо. Там никто не скажет ему: замолчи, как тебе не стыдно. Там он добавит вот этому среде этой меркурианской, он добавит ей своей электрической энергии. Поскольку я обещала вам всегда иллюстрировать все астрологические понятия картами Таро, я покажу вам карту. Это причем настолько важная карта, что основная колода Таро, она имеет ее прямо на своей обложке, потому что Меркурий играет огромную роль в Таро. И он вот так вот выглядит. Он получает информацию прямо из космоса. Она у него бесконечна. Он владеет всеми 4 стихиями, о которых мы поговорим, владеет ими мастерски. И беря ее из космоса, из Вселенной, из высшего разума, во что вы верите, от Господа Бога, он умеет ее принести на Землю и воплотить во что-то ощутимое. Так вот, в начале этого месяца Уран, который пришел в знак Близнеца, встретился там с Меркурием, который хозяин этого знака. Знаете, на что это похоже? Как это хозяин вашей квартиры, которую вы сняли в Airbnb. Да, вот вы где-то путешествуете, вы заранее заказали эту квартиру, у этой квартиры есть хозяин в Airbnb. И вот представьте себе, что когда Уран пришел, встретился с Меркурием в этой квартире, это как будто хозяин, если вы приехали бы в квартиру, и там был ее хозяин, и он бы вам рассказал: вот тут у меня холодильник, вот свет зажигать вот так, здесь я тебе оставил там кока-колу, можешь пользоваться, можешь пить. А тут очень дорогая кофеварка, ты ее не трогай, чтобы ты ее не сломал, а лучше пользуйся там чем-то. То есть Меркурий мог его встретить, поприветствовать и рассказать ему все, что можно и чего нельзя. Позже, когда Меркурий в июне будет в ретроградном движении, он вернется в этот знак, в свой дом, и проверит, а что ж там этот начудил за это время. Поэтому Урану будет там очень комфортно. Его там хорошо встретили. Это стихия, где он сможет творить, что он хочет. Информация, все, что связано со знаком Близнецов,
обучение, передача информации, я не знаю, программирование, обучение новым языкам, изучение языков, система обучения. Вот вы знаете, даже Маск об этом говорил, что система обучения вот в связи с искусственным интеллектом, а это все опять связано. Искусственный интеллект, уран, Меркурий, они опять-таки очень тесно связаны. Вот Маск говорил о том, что система обучения полностью будет меняться. Вся вот эта система получения знаний, система, как мы эти знания процесс, будет полностью изменена. И кто же не самый главный представитель этого дела, если не уран? Это просто они созданы друг для друга. Хочу только добавить, рискуя уже быть занудой, что эта карта не сразу была ассоциирована с ураном. Создатели Таро уже знали об этих, по крайней мере, об уране, но прошло еще там сколько-то лет, по-моему, только в 1920-м, один из членов этого клуба эзотерики, он его все-таки ассоциировал с планетой Уран. А до этого Дефун просто ассоциировался с элементом воздуха и с первой буквой ивритского алфавита, буквой Алеф, потому что это тоже как бы начало колоды Таро. Мы все равно к нему вернемся, потому что я еще хочу вам что-то рассказать. И если у вас есть какие-то вопросы, поскольку я, как человек еще неопытный, я все смешиваю до кучи, если у вас есть вопросы, пожалуйста, напишите это в комментариях. Я с удовольствием отвечу и дам или больше деталей, или отвечу на ваш вопрос, или, может быть, не вызывает, что-то не очень вызывает у вас доверие. Я обязательно это докажу. Спасибо большое за просмотр и скоро увидимся.